Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование набора инструментов в программе SolidWorks. В качестве примера создадим условную щетку для волос. Зубчики щетки расположены не по кругу или осям X и Y, а поэтому применим для их создания массив по кривой, а саму кривую зададим уравнением. Выбираем плоскость сверху и нажимаем эскиз. Создадим границы размещения зубчиков. Выбираем эллипс и рисуем его с центром в начальной точке. Задаем размеры 150 мм по вертикали и 100 по горизонтали. Зададим вертикальность для полного определения эскиза и нажмем ОК. Снова выбираем плоскость сверху и нажимаем эскиз. Далее раскрываем меню Spline и выбираем кривая, управляемая уравнением. В разделе «Тип уравнения» выбираем параметрическое уравнение. Вводим уравнение для координаты x. Минус t умножить на косинус t. Вводим уравнение для координаты y. Минус t умножить на синус t. Задаем диапазон значений t от 0 до 49. Нажимаем мышкой в любом месте и создается предварительный просмотр кривой. В результате получилась спираль. Растянем ее по y, добавив в уравнение множитель 1,5. Посмотрим поближе и разместим кривую более равномерно относительно овала. Добавим смещение минус 1,5 по x и минус 2 по y. Вот так лучше. Нажмем ОК и закроем эскиз. Выбираем плоскость спереди и нажимаем эскиз. С помощью дуги соединяем две средние точки на эллипсе. Вводим радиус 75 мм. Нажимаем ОК. Выбираем плоскость справа и нажимаем эскиз. Теперь создаем дугу между двумя другими точками без задания размера. Нажимаем правой кнопкой мыши на дугу и выбираем среднюю точку дуги. Зажав Ctrl, выбираем вторую дугу и задаем взаимосвязь точки пронзания. Нажимаем ОК, эскиз полностью определен и закрываем эскиз. На панели поверхности нажимаем «Заполнить поверхность». В качестве нижней границы выбираем первый эскиз, а в качестве ограничивающих кривых две дуги. Нажимаем правую кнопку мыши. Создана выпуклая поверхность. Снова нажимаем «Заполнить поверхность» и повторно выбираем первый эскиз. Нажимаем ОК. Создана вторая поверхность. Далее объединим эти две отдельные поверхности. Для этого нажимаем «Сшить поверхности», выбираем эти две поверхности и включаем параметры «Создать твердое тело» и «Объединить элементы». Нажимаем ОК. В результате, как видим в дереве, создано одно твердое тело. Далее спроецируем кривую, управляемую уравнением, на верхнюю поверхность тела. Для этого раскрываем меню «Кривые» и выбираем «Спроецировать кривую». Указываем кривую, далее выбираем верхнюю грань и нажимаем правую кнопку мыши. Не создается. Значит, изменим направление проецирования и снова нажмем ОК. Проекционная кривая создана. Далее создадим зубчик. Выбираем плоскость спереди и нажимаем эскиз. Рисуем вертикальную ось. Далее окружность диаметром 1,6 мм. И рисуем сам штырек диаметром 0,8 мм. Обрезаем лишнюю геометрию. Далее задаем оставшиеся размеры до полного определения эскиза. Наконец, на панели «Элементы» нажимаем «Повернутая бабышка» и нажимаем ОК. Создан первый зубчик. Заполним всю верхнюю грань тела этими зубчиками. Раскрываем меню «Массивы» и выбираем массив, управляемый кривой. Выбираем проекционную кривую. Выровнять по касательной. В качестве нормальной грани указываем верхнюю грань. В функциях и гранях указываем повернутую бабышку. Включаем равный шаг, задаем количество экземпляров, например 100, и они распределяются с равным шагом вдоль кривой. Нажимаем ОК. Как видим, каждый зубчик перпендикулярен поверхности и расположен по кривой. Кривая больше не нужна, поэтому скроем эту кривую. Осталось добавить простую ручку. Выбираем плоскость сверху и нажимаем эскиз. Рисуем вертикальную ось.
Далее создаем эллипс с размерами 175 на 125 мм. Добавляем совпадение. Далее рисуем одну дугу, затем вторую дугу. Добавляем взаимосвязи: касательность дуги и эллипса, касательность двух дуг, совпадение конечной точки дуги и оси и центра дуги и оси. Наносим размеры. Радиус первой дуги 150 мм, радиус второй дуги 30 мм, а расстояние между центрами в 210 мм. Выбираем рамкой две дуги и ось и нажимаем «Зеркально отразить». В конце удаляем лишнюю геометрию. На панели «Элементы» нажимаем «Вытянутая бабышка». Включаем реверс направления, расстояние вытягивания 20 мм и нажимаем «Ок». Добавим скругление на кромке ручки радиусом 10 мм и нажмем «Ок». И в заключении добавим в модель несколько внешних видов. Нажимаем на грань, раскрываем внешние виды, выбираем всю деталь и задаем оттенок синего цвета. Нажимаем «Ок». Далее выбираем грань, раскрываем внешние виды, выбираем одну грань и задаем оттенок серого, близкий к черному. Нажимаем «Ок». Получилась простая модель щетки. На этом все. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.